Добрый день, дорогие друзья! Я приветствую вас на новой лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю», который посвящен доказательствам жизни после смерти и устройству потустороннего мира, куда каждый из нас попадает по завершении своего земного пути, где и воссоединяется с ранее усопшими родными и любимыми и продолжает бесконечное путешествие по нашей прекрасной и удивительной Вселенной. Сегодня мы поговорим о древних знаниях о жизни после смерти, узнаем, что это были за знания, и разберемся, почему люди предпочли отказаться от них и забыть, несмотря на всю их очевидную простоту и освобождающее влияние. Начнем. Современный человек настолько возгордился собой и созданными им техническими приборами, что уверовал в свое абсолютное превосходство над всем и всеми. Над природой, над животным миром, над другими людьми и особенно над своими древними предками. И все это одно большое заблуждение, одна большая чушь до последнего слова, как говорил известный всем джедай Люк Скайуокер. Возьмем природу. Природа позволяет нам жить на планете, на которой она царствует, и пользоваться ее дарами и благами, но может стереть нас с ее лица в любой момент, поскольку энергия любого, даже самого крохотного природного процесса во много раз превышает все человеческие возможности. Один единственный шторм в море несет в себе больше энергии, чем все человечество вырабатывает за год. Одно малейшее движение тектонических плит на много порядков мощнее любой человеческой энергогенерации. Животный мир покорен человеком лишь только до тех пор, пока человек не остается с ним один на один, например, в джунглях, в окружении львов и гиен. И тогда становится понятно, что никто на самом деле не покорен. Ну а древние знания обнаруживают в себе такие чудеса прогресса, умений и интеллекта, что современному человеку и не снилось. Взять, например, известный на весь мир пирамидальный комплекс Гизы в Египте, построенный несколько тысячелетий назад и успешно доживший до наших дней, хотя ни одно сооружение современного строительства даже близко не может подобраться к таким срокам. Это уже не говоря о технике строительства пирамид, которую невозможно повторить и сегодня. Если вы верите в традиционные, притянутые за уши объяснения ученых, можете смело забыть о них. Это только со своего дивана, когда пирамиды крохотные и в телевизоре, можно верить бредням про то, что какие-то там рабы вручную волокли многотонные пирамидальные блоки за тысячи километров по пустыне, а затем водружали их один на другой до самой вершины при помощи лебедок. Любому, кто видел пирамиды воочию, очевидно, что современная теория строительства пирамид такая же глупая, вздорная и лживая, как и теория Большого Взрыва, объясняющая появление Вселенной через случайный, непонятно откуда взявшийся взрыв и дальнейшую случайную же самосборку вещества в упорядоченные галактики, звездные системы, планеты и проживающих на них живых существ. Ошибочности классической и принятой сегодня за истину теории строительства пирамид существует масса подтверждений. Большая их часть изложена, например, в прекрасном документальном фильме «Откровение пирамид», который я рекомендую к просмотру всем, независимо от того, верите ли вы в жизнь после смерти, потусторонний мир и вечную жизнь души или нет. Вот точно так же современный человек, с чего-то решивший, что его предки были недоразвитыми и глупыми, недостойными того, чтобы воспринимать их сведения всерьез, отвернулся и от знаний древних о жизни после смерти. Для них продолжение жизни духа после гибели физического тела было абсолютным и непреложным фактом, в изучении которого они весьма преуспели. Они разобрались и знали, что когда биологическое тело человека погибает,
его дух не умирает вслед за ним, а остается в живых и удаляется в целости и сохранности в иной, духовный мир, где продолжает свою жизнь, мера благополучия или несчастья которой, в свою очередь, зависит от самого человека, его поступков, дел, мыслей, знаний при жизни и сформированного ими внутреннего мира. Они знали, что на том свете существует огромный, до невозможного разнообразный пестрый мир с большим количеством уровней, от самых адских и ужасных до невероятно райских и прекрасных. Они знали, что там есть сияющие города, в которых живут умершие, что любившие друг друга при жизни люди обязательно воссоединяются после смерти, что у жизни на земле есть великий смысл и великое значение, что ничто не происходит просто так, и никто не приходит сюда просто так, как никто просто так и не уходит отсюда. Зачастую эти знания передавались от поколения к поколению в виде метафор, упрощений, легенд, снабженных художественным домыслом. Иногда искажались и трансформировались, поскольку тогда не было средств точного сохранения информации, компьютеров и магнитофонов. Но если учесть эти вещи и сделать необходимую поправку на них, истина начинает сиять лучше солнца в безоблачный день. Древние точно знали, что жизнь после смерти продолжается для каждого человека, зависит только от него самого и будет таковой, каковой он построит ее сам. Об этом говорят множество археологических открытий, наскальные надписи, древние таблички, свитки, книги и многое другое. Я не буду сейчас разбирать в подробностях все из них. Кому это интересно, тот обязательно копнет глубже и легко обнаружит залежи этой доказательной информации. Но в качестве одного из самых наглядных и интересных примеров приведу древнюю тибетскую книгу мертвых. Она в подробностях описывает, что происходит с человеком сразу после смерти, и обнаруживает невероятные совпадения с отчетами пациентов, прошедших через клиническую смерть. Уверен, говорить о том, что тибетская книга мертвых написана за тысячелетия до того, как человеку стали доступны методы и технические средства реанимации, а также началось изучение околосмертных переживаний, излишне. Более того, этот труд еще и объясняет, как умершему на его посмертных путях не попасть в разнообразные мрачные миры и не столкнуться с ужасными иллюзиями, известными современному человеку как мытарство. А столкнувшись с ними, дает знания, как их быстро и успешно преодолеть, отправившись к свету в более благоприятные посмертные реальности. Тибетская книга мертвых обычно читалась уже умершим людям. Специально обученный чтец садился над умершим биологическим телом и вслух читал книгу, чтобы усопший, который первое время после смерти, как правило, находится недалеко от своей бывшей оболочки, все слышал, понимал, воспринимал и получал ответы на свои вопросы. Таким образом достигалась осознанная смерть, и умерший получал быструю и эффективную помощь на своих посмертных путях. Сегодня же вместо этого сплошное горе, скорбь, слезы, депрессии, обреченность и бесконечные ритуальные процедуры, высасывающие из живых огромные деньги и никак не помогающие мертвым, а даже наоборот, вредящие им. Так почему же современный человек отвернулся от знаний древних о жизни после жизни и предпочел забыть их? Это сделано ненамеренно. К сожалению, это естественное следствие погружения человека, его бессмертного духа, в материю, которая и происходила на протяжении последних веков. Находиться в материи банально проще. В этом ее коварство, урок и испытание.
который нам надлежит пройти и с которым мы раз за разом не справляемся. И в этом же слабость наших нынешних тел, которые принадлежат материальному миру и поэтому, грубо выражаясь, предпочитают залипать именно в материи. Чем больше мы верили в исключительно материальный мир, в котором все можно увидеть глазами, пощупать руками и объяснить при помощи традиционной физики, тем больше мы отдалялись от мира духа, наполнялись страхами и желаниями получать лишь физические удовольствия. А это тянуло за собой ускорение погружения в материю еще глубже. Эдакий круговорот духовного регресса, безграмотности и невежественности, который не остановлен и сегодня. Хотя, безусловно, все не безнадежно, и человечество, благодаря усилиям духовного мира и воплощенных учителей, в данный момент делает попытки, порой весьма небезуспешные, вернуться на путь верных знаний о духовном мире, о главенстве любви во Вселенной, о том, что все мы являемся родственниками, детьми единого Бога-Творца, связаны друг с другом и призваны трудиться во имя света и наполнения всего сущего добром и позитивом. Вместе с тем, очевидно, сейчас решается главный вопрос, что случится раньше – взаимное уничтожение и очередное вымирание человеческого вида – или же отказ от погружения в материю, от жестокости, насилия и войн, как побочных эффектов этого процесса и наше спасение. Такие спасения уже случались ранее, а значит и сейчас мы в любой момент можем свернуть с гибельного пути и спастись. При этом каждый может внести свой вклад в смещение баланса этого противоборства в сторону спасения. Для этого нужно всего лишь осознать, что мир гораздо больше, удивительнее и прекраснее, чем этот небольшой материальный фрагмент под названием планета Земля, ныне доступный для наших человеческих органов чувств. Что все мы родные братья и сестры, что у нас на самом деле нет никаких врагов, а планета при должном к ней отношении способна накормить всех без исключения жителей, без войн, дележки территорий и ресурсов. Простой, удивительный, но реальный факт того, что у нас уже есть, хватит на всех и даже больше. И даже если вы считаете, что у вас нет возможности такого глобального влияния, отказываетесь от этого и обреченно ждете, пока все решится само, вы должны знать, что это не соответствует действительности. Абсолютно каждый человек влияет на эти масштабные процессы любым, даже самым малейшим добрым поступком, любой помощью друг к другу, неравнодушием по отношению к окружающим, любовью, добрым словом и даже доброй мыслью. А знания о нашей бессмертной природе, о наших великих целях и задачах, ради которых мы пришли сюда, являются надежным помощником в реализации этих задач и спасении человечества от гибели. Поэтому не поддавайтесь материи, не тратьте время на злобу, ненависть, обиды, на зависть и конфликты. Открывайте забытые знания, узнавайте правду и впитывайте ее в себя. Несите эти истинные, утешающие и помогающие всем богатства в мир. Делитесь ими и распространяйте их каждый день. И очень скоро сами увидите, как ваша жизнь изменится к лучшему. А заодно и вашей жизнью к лучшему обязательно изменятся и все остальные жизни. Так уж все устроено, и так оно все заведено. На сегодня это все, дорогие друзья.
дополнительную интересную и полезную информацию за пределами лекций, ответы на ваши вопросы о жизни после смерти и познавательные статьи о потустороннем мире вы найдете в нашем телеграм-канале. Ссылка на него, как всегда, в описании видео и на экране. Добро пожаловать! Встречаемся на новой лекции здесь же, на нашем YouTube-канале. А пока всего вам самого лучшего, волшебного и замечательного.